В летнюю жару нет лакомства лучше, чем простая русская окрошка. Набор продуктов, где каждый сам по себе, по отдельности, хороши и любимы. Редиска, картошка, огурчик, яйцо, зелень, ну и, разумеется, зеленый лук. Найдется? Если найдется, нарезайте мелко все. Ну, не совсем уж в крошку, несмотря на название окрошка, а так, чтобы продукты были различимы, чтобы они выглядели в окрошке красиво. Экономить на зелени не надо. А когда же мы сделаем запасы витаминов, если не сейчас, когда у каждого буквально на грядке растет и зеленый лук, и укроп, и все такое настоящее, упругое, хрустящее. Да как же не побаловать себя? Их ведь и так можно пожевать, вот с горбушкой черного хлеба. И то вкусно. А в окрошке самое оно. С летними огурчиками надо быть аккуратными. Вот дашь огурчику чуть больше солнца и чуть меньше воды, и может начать горчить. Но хорошо, что горчит только шкурка, а ее всегда можно попробовать. Срезать немного и посмотреть, проверить. Если горчит, надо почистить. А если не горчит, ничего страшного. Режем каждый огурчик на 4 части. Ну а дальше вы и сами все знаете. Ведь для многих русских блюд продукты нарезаются именно так, чтобы в одной ложке прозвучал целый оркестр. И огурчик, тут тебе и зеленый лук, и, разумеется, красавица наша редиска. Ее тоже можно и покрошить, и порезать тоненькой соломкой, но сойдет и вот так, тоненькими кольцами. Мясо. Некоторые берут вареную колбасу. Можно взять куриную грудку. А я очень люблю положить в окрошку шмат хорошей отварной говядины. Отваришь ее вместе с бульоном, с лавровым листом, с лучком, с перцем горошком, так, чтобы она стала ароматной и при этом очень сочная. И нарезай мелким кубиком. А почему бы не взять для окрошки кусок запеченной в тандыре свинины? Остывшей, разумеется. Разве это будет плохо? Вы понимаете, даже в таком известном блюде, как окрошка, всегда можно найти простор для творчества. Даже отварные яйца можно накрошить, как обычно, а ведь можно разрезать на 2 половинки каждое яйцо, желток перемешать с солью, сливочным маслом, чесночком, укропом и обратно в половинки. И вот такими 2 половинками, да и украсить окрошку. Это будет очень аппетитно, необычно и очень вкусно. Вы, конечно, знаете разницу между картошкой, которую отварили в мундире, а потом очистили, и обычной, ту, которую сначала очистили, а потом отварили. Разница во вкусе колоссальная. Вечерами многие жгут костры, либо готовят шашлык. Так вот, в золу положите несколько картофелин, запеките ее и никому не давайте. Скажите, это на потом, это на завтра, это на окрошку. Вы пробовали когда-нибудь окрошку с запеченным картофелем? Ведь это просто праздник, а не окрошка. Но как только дело доходит до вопроса, а чем заливать, кефиром или квасом, здесь все. Здесь просто трагедия. Здесь люди готовы спорить до хрипа. Некоторые в пылу спора забывают посолить продукты, а потом упрекают друг друга. Говорил я тебе, на квасе невкусно. Говорил я тебе, невкусно на кефире. Будет вкусно и на квасе, и на кефире, если вы правильно посолите и правильно поперчите все ингредиенты для окрошки. Ведь это практически салат, жидкий салат. Он должен пробуждать аппетит. Он должен дразнить вкусовые сосочки. Квас кисло-сладкий, терпкий напиток
Он сам по себе хорошо работает. А что сделать с кефиром, либо еще лучше с простоквашей, я вас сейчас научу. Погодите, не торопитесь, недолго осталось. Возьмите хорошую миску, бадью, можно сказать, попросторнее. А простоквашу, либо йогурт, мацони, в общем, что вам попадется в магазине, повесьте в марлевом мешочке. 2-3 слоя марли, пусть повисит, пусть с него сойдет сыворотка. И останется только что-то вроде жидкого творога. Мы это по-узбекски называем сюзьма. Вот эту сюзьму тоже необходимо правильно посолить, потому что ее предстоит развести водой. Знаете, очень хорошо бы взять аппетитную, бурлящую газовыми пузырьками минеральную воду. Но сойдет и обычная вода, ведь сюзьма-то соленая. Разводим водой до тех пор, пока не получим достаточно густой айран. Эх, хорошо бы этот айран развести заранее, чтобы он настоялся в холодильнике. Ведь в него можно положить половинки яблок ранетки, в него можно положить листики базилика. И он напитается всеми этими весенними, летними ароматами и станет еще вкуснее. Вы понимаете, да? Понимаете, как я люблю окрошку на айране. Ведь его всегда можно попробовать и выправить вкус, посолить, либо добавить лимонную кислоту, а то даже и сахар. А почему бы и нет? Ведь квас тоже достаточно сладкий напиток, а с квасом окрошка прелесть как вкусна. Особенно если готовить окрошку не со свежими огурцами, а с малосольными. Ведь летом многие ставят малосольные огурцы. Так почему бы их не добавить в окрошку? Скажите, вы успеваете считать секреты, которыми я с вами делюсь? Пальцы загибаете? За 10 минут я поделился с вами 7 секретами, при помощи которых вы можете разнообразить нашу любимую окрошку. А ведь мы с вами еще до обсуждения домашнего кваса не дошли. Вот где простор для кулинарного творчества. Но даже если у вас квас покупной, что бы ни писали производители на этикетке, добавьте к окрошке ложку горчицы и ложку хрена. И не забудьте про 2 столовые ложки сметаны. Воистину, сметана – великий уравнитель и великий примиритель русской кухни. Добавляешь в окрошку как следует сметаны, сметану размешиваешь с квасом, и все, конец спорам на квасе или на кефире. Да в конце концов поставьте на стол 2 кувшина. В одном кувшине холодный квас, а в другом холодный айран. И пожелайте друг другу приятного аппетита. Не спорьте по пустякам, дорогие тещи и зятья. Хотя бы за столом не спорьте. Родные же люди. Лучше давайте, ешьте, пока не согрелось. Дорогие друзья, первоначально известность, так сказать, в Москве и ее окрестностях я получил не благодаря своим телепередачам, не благодаря снятым мною видео. Нет. Первоначально известность ко мне пришла, потому что я начал писать книги по кулинарии. Одна из самых любимых, одна из самых дорогих мне книг, книга, которая называется «Счастье кулинара». Кто кулинар? Я и вы. Чье счастье? Мое и ваше. Я в этой книге рассказываю немного о себе, об истории нашей семьи. Я рассказываю, откуда я такой, вообще говоря, взялся. Первая глава называется «Детство». Эта фотография – это мои папа и мама. И о том, что готовили в тот день, когда я родился. О том, что я любил, когда был маленьким. Например, любил вареники с вишней. А вы любите? Я расскажу вам некоторые секреты о варениках с вишней, которых вы не знали. Расскажу секреты о таком простом блюде, как галушки.
Любите галушки? Я с детства очень люблю галушки. Наверное, мне привили их моя прабабушка. Вот она. Прадедушка, к сожалению, погиб задолго до моего рождения. А вот это моя бабушка, это ее сестры, ее младшие братья. Никого не осталось с этой фотографией. Осталась только память о них благодаря тем блюдам, которые я полюбил с детства и готовлю. Память об этих блюдах я излагаю в этой книге. Вот, например, беляши. Очень люблю беляши и снимал их и на видео, снимал фотографии вот для книги. Вот здесь есть QR-код. Наводите свой смартфон, либо планшет и попадаете в видеоролик. То есть и здесь-то все очень подробно написано, на каждый абзац по фотографии, как делать то, как делать это. Но еще и QR-код, который рассказывает обо всем более чем подробно. Видео. Вы видите все своими глазами. Большинство рецептов имеют QR-коды, приводящие на видео. Еда, которую я люблю с самого детства, еще раз. Например, как это назвать? Щи либо борщ с щавелем, зеленый, летний. Мама готовила его ранее весной, распахивала окна на веранде. Я ел тарелку, потом еще одну, потом еще и просил добавку. Чак-чак. Потому что чак-чак и я, и моя семья любят. Куриная лапша, котлеты. Вот блюда моей молодости, которые мы начали готовить уже с моей супругой. Да? Мы же кормили своих детей, угощали друзей. Колбасы, какие-то салаты, маринованные, фаршированные баклажаны, капуста квашеная, потому что мы не обходимся без заготовок. Мы каждый год консервируем огурцы. Делаем малосольные, делаем консервированные. Мы каждый год консервируем помидоры. Вот о том, как сделать помидоры. Как законсервировать помидоры. Томаты в собственном соку, томаты просто в маринаде. Огурцы в томатном соке пробовали законсервированные? Это очень вкусно. Знаете, ко мне в гости приходят разные люди. Многие из них считают себя гурманами, объездили весь мир, попробовали еду во многих ресторанах. Но когда они уходят, они говорят, а можно нам с собой баночку огурчиков? Кто-то говорит, нет, а мне баночку помидоров. А кто-то говорит, а мне баночку соленой вишни. Потому что бывает и такое. И варенье мы всегда готовим сами, хоть сейчас-то можно купить все готовое. И про то, как сделать домашнее мороженое, очень вкусное. Пирог мазурка. Есть у нас на канале в Ютубе торт Наполеон. Кто не любит торт Наполеон? Все готовят торт Наполеон. И очень многие его любят. Но я расскажу вам такие секреты, которые позволят вывести ваш торт Наполеон на новый уровень. Блюда, с которыми я познакомился уже будучи в зрелом возрасте, из книг, из общения с другими людьми. Например, фаршированная рыба по-еврейски. Гефилте фиш. Хорошо бы взять щуку, хорошо бы взять пару карпов, вытащить из них все кости, снять шкуру и зафаршировать. Пишут мне некоторые люди еврейской национальности. Говорят, Сталик, я приготовил по вашему рецепту. Здесь несколько блюд из еврейской кухни. Я приготовил по вашему рецепту. И, наконец-то, я получил тот вкус, который я помню еще от бабушки. Бабушкины руки так готовили. И по вашему рецепту у меня получилось точно так же. Но не только еврейская, вот и арабская. Вот, например, хумус. Французская кухня, то, что я очень люблю, суп раковый, биск, о том, как подать бульон, о том, как приготовить какие-то салаты. Вот корейский салат веча, корейский салат морковча, тот огурцы битые по-китайски, паштеты, рыба по-японски, какие-то мои авторские рецепты. Пицца? А почему не пицца? Вот я не знаю, кто-то ходит, там, покупает пиццу в магазине, в кафе. Попробуйте сами, от начала и до конца. Ведь процесс приготовления еды служит нам не только для того, чтобы мы поели, но еще и для того, чтобы мы правильно, очень хорошо провели время. Для того, чтобы мы научили наших детей чему-то хорошему.
Слово каша. Любите? Вот я очень люблю. Поэтому приготовил рисовую кашу, которую не стыдно подать в любом ресторане. Я такую кашу на Пасху готовлю. Ставлю на стол. Это сказочно вкусно. Это сладкая десертная каша. Сказочно вкусная каша. Какие-то кондитерские изделия, тарт-татен, например. Известная французская штука такая, с яблоками. Мало у кого получается хорошо. Я вам скажу, даже я куда-то захожу в рестораны, в кафе, в Париже пробую, и понимаю, что не у всех так хорошо, как может получиться у нас. Ну и во всех остальных моих книгах написано про плов. А в этой книге написано только про один плов, но зато про тот, которым угощали последнего бухарского эмира Сеида Алимхана. Попробуйте такой плов, и другие кушать не захотите. А если вы хотите купить такую книгу, то вам надо отправиться на мой сайт stalik.ru. Там расположен мой интернет-магазин. Там можно купить все мои книги. Можно купить их с автографом для поздравления, в качестве подарка друзьям, знакомым, родным, себе любимому. Почему бы и нет. И вам книгу отправят в любой город России, в большинство стран СНГ и в любой город, докуда дойдет почта из ближайшего Подмосковья. Это был Сталик Ханкишиев с благодарностью к вам, с пожеланием большого кулинарного счастья. Желаю больших успехов.